Всем, кто мечтает построить дом своими руками, посвящается. Во сколько обойдется строительство недорогого практичного жилья? Как грамотно спланировать компактный дом? Какой фундамент будет приемлемым и не позволит слить полбюджета? Из чего же построить стены и какая кровля станет оптимальной? Как бюджетно насытить дом инженерными системами, чтобы он стал комфортным и современным? От выбора материалов и технологий до финальных штрихов и итоговых выводов. Это пошаговое видео, включающее все этапы о строительстве практичного дома, в котором мы поделимся собственным опытом. Для тех, кто уже наблюдал за нашей стройкой, в описании мы добавили тайм-код, указывающий на главы. Ну а для тех, кто видит нас впервые, усаживайтесь поудобней, ведь впереди вас ждет увлекательный и познавательный фильм «Как построить дешевый дом своими руками». У каждого из нас наступает момент, когда мы задумываемся о строительстве собственного дома. У моего отца такой момент наступил повторно, когда они с матерью решили построить себе небольшой простой дом, в котором планируют прожить пенсионный возраст. Мы с супругой решили помочь им в строительстве и параллельно заснять весь этот процесс в подробностях, чтобы этот материал смог помочь всем, кто хочет построить дом своими руками. Основной задачей перед строительством этого дома стала минимализация теплопотерь, то есть чтобы дом был теплым. Прошлый дом родителей из силикатного кирпича в зимний период на отопление вытягивал из них все соки. А главным критерием ко всей стройке стала бюджетность, то есть получить желаемый результат за минимально возможные средства, а также простота и скорость возведения, потому что растягивать стройку на долгие годы уже просто нету времени. Приступая к поискам участка, мы решили переселить родителей в новый город, поближе к большой воде, так как они серьезно больны парусным туризмом. И так или иначе в летний период им приходилось постоянно ездить сюда, преодолевая при этом лишние полсотни километров. Наш оптимистический бюджет на участок составлял около $2000. Родителям хотелось иметь участок не менее 10 соток, чтобы кроме дома можно было иметь огород и посадить небольшой сад. Обязательным критерием было наличие всех коммуникаций возле двора. Иногда люди не обращают на это внимания, а потом цена за подключение электрики, газа, воды разбивает в пух и прах весь бюджет. Также поощрялась обжитость улицы и наличие соседей, ведь это одни из первых положительных знакомств в новом городе. И такой участок земли с размерами в 10 соток после многочисленных поисков все же удалось найти и даже сторговаться до приемлемой стоимости в $2000. Из плюсов этой земли достаточно обжитый тихий район, приветливые соседи, близость небольшой чистой речки, газ, электрика, водопровод – все проходит возле двора. Из минусов участок зарос немного сорняком и самый главный минус – отсутствие асфальта, хотя при нас на параллельной улице асфальт уже проложили. Весь проект для дома разработал мой отец, и с большей частью его решения я был согласен, хотя в последующем и предложил внести некоторые изменения. Общая площадь дома 60 метров квадратных. Такие скромные размеры, как для частного дома, сопоставимы с небольшими двухкомнатными квартирами, в которых достаточно много людей проживает всю жизнь. На этой площади разместились на втором этаже две одинаковые спальни с площадью по 9,5 квадратных метра и небольшая ванная комната с санузлом 3,3 квадратных метра. А на первом этаже гостиная с лестничной клеткой 24 квадратных метра и маленькая кухня с площадью в 5 метров квадратных. Как вы уже заметили, дом двухэтажный, с наружными размерами 5,4 на 6,9 метра. Внутренний размер 4,8 на 6,3 метра. Это составляет 30 квадратных метров общей площади на один этаж. Хотя этот проект создавался для пожилой семьи из 2 человек с дополнительной гостевой спальней, но он также подойдет и молодой небольшой семье из 4 человек, где одна спальня будет родителям, а вторая детской. Ссылку на этот проект я оставил в описании. Так как же сделать фундамент максимально просто, дешево и с минимальными трудовыми затратами? Началом работ по фундаменту стала разметка участка. Отец решил расположить дом поближе к лицевой придорожной стороне, чтобы оставить сзади побольше места для огорода. По углам дома мы забили 4 колышка, их положение вымерили с помощью рулеток, а после, ориентируясь на эти колышки, мы натягивали шнур. Для каждого шнура забивали по отдельности 2 столбика. Таким образом столбики стоят в стороне и не мешают в рабочей зоне в последующем ставить опалубку и копать траншеи.
На этих 8 столбиках с помощью водяного уровня отбили нулевой уровень, от которого мы в последующем задали высоту опалубки, ориентируясь на самый высокий бугор, который находится вблизи дома. А далее начали собирать опалубку. Наша опалубка невысокая, она выступает примерно на 20 см над землей, поэтому мне показалось логичнее сначала собрать опалубку, а уже потом внутри нее копать траншеи для мелко заглубленного фундамента, а у нас он заглубляется в землю примерно на 40 см. В последующем копать траншеи в опалубке не составит никакой проблемы, а даже напротив, ориентируясь на нее, выбирать грунт будет значительно удобней. Тем более, что собирать и монтировать щиты для опалубки значительно проще на жестком грунте, так исключается обваливание земляных краев траншеи. Мы начали сборку опалубки с наружных щитов, так как они, ориентируясь по нитям, задают фундаменту правильную внешнюю геометрию. Забивать опорные колышки вблизи щита нельзя, так как после выкопки траншеи они не смогут нести нагрузку. Мы загоняли их в грунт на расстоянии примерно 50 см от траншеи и, выставляя, крепили к ним опалубку с помощью 2 реек. Количество колышек и расстояние между ними нужно подбирать индивидуально, ориентируясь на местные условия, плотность грунта, высоту опалубки и ее прочность. В нашем варианте я забивал колышки примерно через 80-100 см. Количество колышек и общая прочность наружного щита по периметру зададут вам гарантию правильной геометрии фундамента. Точная геометрия фундамента с внутренней стороны не особо нужна, поэтому ее мы изготовили всего лишь из одной доски, которую постарались выставить более-менее точно лишь по высоте. В итоге опалубка получилась вот такого вида. Копать траншеи по ней было просто и легко. Вся земля, выкопанная из траншей, пошла на внутреннюю засыпку. Этой же землей подсыпалась и наружная опалубка, чтобы бетон не вытекал через нижнюю щель. Хотя у нас еще не было фундамента, но на этом этапе нам показалось разумным сразу же утеплить цоколь с помощью 30 мм листов экструдированного пенополистирола. Основание под фундамент засыпали речным песком толщиной примерно в 10 см. В нашем регионе мы выбрали армирование 4 стержнями арматуры 12 мм диаметра. Как по мне, такого армирования вместе с лентой сечением 40 на 60 см вполне достаточно для небольшого газобетонного дома в 2 этажа. 6-метровые куски арматуры мы гнули примерно посередине, а потом укладывали ее в траншеи. Таким образом, арматура на углах получалась цельной. После вязки арматуры сверху на опалубку мы прикрутили дополнительные рейки. Они соединяют 2 щита опалубки вместе и придают им дополнительной прочности. Бетон мы заказали привозной. Его можно, конечно же, изготовить самостоятельно в бетономешалке, но экономия выйдет незначительной. После отъезда миксера дополнительно уплотнили весь бетон прутком арматуры. Так выгоняли из нее воздух и лишнюю воду, а через 2 недели мы приехали, чтобы снять опалубку. Из чего же построить дом? Таким вопросом задался мой отец. И по сути разумной альтернативе газоблоку очень мало. Единственной ему альтернативой могла бы стать каркасная технология строительства стен. Именно по такой технологии мы с супругой построили дом для себя. Но в наших регионах каркасная технология по-прежнему мало распространена, еще не заслужила своего доверия, поэтому для более консервативных людей лучшим выбором становится все же газобетон. Все остальные материалы для стен выйдут дороже и будут иметь большие теплопотери. Отец закупил 34,5 кубометра газоблока. На дом с площадью 60 квадратных метров этого должно было хватить впритык. Газоблок имеет 300-ю плотность, а в сочетании с 300-мм толщиной стен он попадает в норму по теплопотерям для нашего региона. А расчетные теплопотери для этого дома при минус 20 снаружи и плюс 20 внутри должны составлять около 2,5 кВт-час. Соответствуют ли они действительности на практике, мы уже успели проверить, но об этом речь пойдет чуть позже. Для гидроизоляции стен от фундамента мы использовали рубероид. Для того, чтобы он лег более плотно, раскатали его на цементно-песчаный раствор. На тот же раствор мы укладывали первый ряд газоблока. К укладке первого ряда нужно отнестись максимально ответственно, так как от него зависит вся геометрия стены. Чем более точным будет положение первого ряда, тем легче будет укладывать на него все остальные ряды. Класть первый ряд начинаем с углов, на которые выкладываем 4 блока. После застывания раствора натягиваем на эти блоки проверочный шнур и уже ориентируясь на него заканчиваем укладку первого ряда.
Торцы блоков первого ряда мы соединяли насухо. Нет смысла заполнять их раствором, на крепость стены это значимо не повлияет, зато появятся мостики холода. По этой же причине ложить всю стену из газоблока на толстые растворные швы неправильно. И те, кто раньше ошибочно так делал, практически сводили на нет все преимущества газоблока по тепловой сопротивляемости. Последующие ряды можно укладывать как традиционным способом на минеральный клей-раствор, так и новаторским, на специальную полиуретановую клей-пену. Отец решил пойти более продвинутым путем, и последующий газоблок мы укладывали на полиуретановую клей-пену, специально предназначенную для подобных работ. Такой способ кладки газоблока на клей-пену имеет ряд своих преимуществ. Шов получается теплее, вся стена выходит эластичней, менее подвержена растрескиванию, и самый главный плюс, который мы выделили для себя, что укладывать блоки на пену проще, быстрее и удобней. При укладке блоков на пену нужен качественный газоблок с хорошо выдержанной геометрией, и даже он может иметь отклонение от размера в пределах 1 мм. Выровнять это отклонение швом не получится, так как шов из пены равен нулю. Некоторые ряды мы шлифовали, но в большей степени мы подравнивали стены, укладывая некоторые ряды на классический клей-раствор. В этих же рядах мы также проводили армирование кладки с помощью 8-мм прутков арматуры, уложенных в штробы на клей-раствор. Для изготовления штроб я придумал самодельную приспособу из 2 досок, скрученных в уголок, к которым прикрутил 2 ручки, а в качестве резца выступили несколько саморезов. Как по мне, проделывать штробы такой самоделкой получилось значительно удобнее, чем заводским аналогом. Если вы хотите построить дом своими руками, но у вас нет никакого строительного опыта, то выбор стен из газобетона для вас станет наилучшим. Совсем немного потренировавшись, вы без проблем освоите кладку газоблока, тем более что на пену его ложить еще проще. Расход пены у нас составил чуть больше 1 баллона на кубометр газоблока. Когда класть блоки с земли было уже неудобно, мы соорудили леса, а для удобства мы сделали их по всей протяженности внутреннего периметра. Ширина наших окон небольшая, поэтому ставить перемычки над ними мы не стали, а для временной поддержки блоков изготовили деревянные пешки. В этом надоконном ряду мы также произвели армирование стены. Здесь использовали 2 параллельные арматуры и положили последний ряд первого этажа. Теперь настал момент изготовления перекрытия. Так как у нас бюджетное строительство, то ни о каком бетонном перекрытии речи и не шло. Отец решил изготовить его из деревянных балок, в качестве которых выступили доски 6-метровой длины с сечением 50 на 200 мм. Дом имеет небольшую ширину 5,4 метра, поэтому мы решили пропустить балки насквозь сквозь стены, чтобы они выступали за ее пределы на 20-30 см. За эти выступы в последующем будут крепиться стропила навесов. Так как периметр нашего дома небольшой и мы не используем тяжелого бетонного перекрытия, мы решили обойтись без армопояса. Основное назначение армопояса – это распределение нагрузки на стены от веса перекрытия, а также он связывает весь периметр стен вместе. Мы посчитали, что с функцией связки периметра вполне справится армировка предыдущего ряда, а чтобы распределить весовую нагрузку от балок перекрытия, в каждом ее основании вклеили кусочек керамогранитной плитки.
Перекрытие мы дополнительно усилили поперечными вставками из той же доски, которые фиксировали с помощью саморезов, закрученных под углом. Уже на укладке второго ряда газоблока на втором этаже мы сделали армировку, и в этом нам помог все тот же самодельный штрабатор. Я уже оценил его преимущества, и теперь для подобных работ буду использовать только его. Поднимать блоки на второй этаж можно как просто неся их на плече, так и передавая цепочкой. Если позволяет количество человек, конечно же, подъем блоков по цепочке намного легче и удобнее, и процесс в целом идет продуктивней. Вес блока составляет примерно 15-17 килограммов, и с его переноской справлялась даже моя супруга. Так как угол кровли на нашем доме будет небольшим, и чтобы не заморачиваться с фронтонами в последующем, я предложил отцу сделать их на этом этапе из того же газоблока. На этом уровне он уже не участвовал в термоизоляции дома, поэтому блоки фронтона я клеил на ребро. Конструкцию кровли мы выбрали простой, двухскатной, с малым углом уклона. Из-за этого количество кровельного материала сводится к минимуму. Небольшая высота конька также уменьшает площадь фронтонов, уменьшая затраты материалов и на него. Здесь на стене кровля, так же как и перекрытие, будет стоять прямо на стене из газоблока, без использования армопояса. Предыдущие ряды мы армировали двумя прутками арматуры диаметром 8 мм, и этого нам показалось достаточно, чтобы связать все стены вместе, а с распределением опорной нагрузки справится и сам газоблок. Каркас кровли мы решили частично собирать внизу. Из 3 досок мы сбивали некое подобие фермы. В этой ферме нижняя доска сволок имеет сечение 200 на 50 мм. К ней крепится 2 стропила с сечением 100 на 50 мм, а в районе конька они соединяются на опорном бруске. Ширина такой фермы получилась 5,9 метра, высота 60 сантиметров, а стропила формировали уклон в 9 градусов с длиной ската в 3 метра. Шаг между стропилами выбрали в 60 сантиметров, для этого изготовили 10 ферм. Такой шаг в сочетании с сечением балок уже обеспечивал крыше достаточную прочность, тем более что каркас снизу будет поддерживать еще и внутренняя перегородка. Для фиксации всей кровли забивали под углом полметровые прутки 12-мм арматуры. Идеальная геометрия до миллиметра стропильному каркасу просто не нужна. Такого перфекционизма на высоте все равно никто не заметит. Единственное место, кривизна которого бросалась бы в глаза, это посадочное место крайней шилевочной доски. На это место стоит обратить внимание и подровнять при надобности, так как она формирует ровную кромку кровельного покрытия. После изготовления стропильного каркаса его нужно накрыть ветробарьером. Он представляет из себя паропроницаемую мембрану, которая пропускает влагу из утеплителя наружу, позволяя ему высыхать.
Мембрану нужно укладывать параллельно коньку, а рекомендуемый нахлест при таком малом угле ската составляет 20 см. Если над утеплителем остается воздушный зазор, мембрана позволяет обойтись без контр-обрешетки, то есть обрешетку можно ложить прямо на нее. Обрешетку мы набивали из доски 100 на 25 мм. Шаг обрешетки подбирается в зависимости от кровельного покрытия. В нашем варианте отец выбрал кровельный профнастил с высотой волны в 20 мм и толщиной металла в 0,45 мм. И для него мы выбрали шаг обрешетки в 40 см. Чтобы придерживаться этого шага, придумали самодельную приспособу. К деревянной рейке прикрутили два бруска, между их вершинами выдержали расстояние в 40 см. Цепляя эту приспособу за нижнюю, уже прибитую доску, сверху на нее мы опираем следующую. Таким образом, вне зависимости от разной ширины досок, шаг между ними всегда будет составлять точно 40 см. В качестве черновой кровельной коробки я прикрутил 3 доски. Они формируют свес кровли примерно в 30 см. От стекающей воды с кровли такого свеса будет достаточно, а от забивного дождя стены двухэтажного дома не спасут даже метровые свесы. Листы профнастила поднимали на кровлю с помощью веревки с струбциной. Струбцина надежно фиксировалась на листе, и мы поднимали его без особых проблем. Вытянув 4 листа на кровлю, соединили их, закрутив по волнам несколькими саморезами, и выровняли всю эту выкройку по передней кромке, сделав выпуск около 5 см. Соединение листов между собой дополнительно герметизировали с помощью силиконового герметика. Конек стал завершающим элементом над работами с кровлей, а сама кровля стала завершающим этапом возведения коробки дома. И самый приятный момент любого кровельщика, когда он по окончанию работ слезает с нее в последний раз. Сделав крышу, мы закончили возведение коробки дома, и чтобы полностью ее закрыть и подготовить дом до зимы, решили установить окна. Количество окон в доме, как и суммарная площадь остекления, небольшие. Во-первых, это продиктовано бюджетностью этого проекта, а во-вторых, окна это самое слабое звено в потерях тепла, и по сути, чем меньше их будет, тем меньше будут затраты на отопление. Перед установкой окна в проем желательно заранее сделать утепленные откосы. Раньше им не придавали должного значения, хотя они отлично закрывают мостики холода. Ширина примыкания стены к оконной раме составляет всего лишь 8 см, и в этом месте через эту тонкую толщу стены по дуге проникает холод.
Его количество не столь значительное, чтобы остудить дом, но этого хватает, чтобы внутренний угол отсырел и покрывался грибком. Именно этому и противостоят утепленные наружные откосы. В нашем варианте мы изготовили их из 20-мм экструдированного пенополистирола. Заранее приклеили полоски с помощью клей-пены и с их помощью сформировали ровную плоскость примыкания к окну. А это в свою очередь в разы упрощает сам монтаж окна, так как просто прижав окно к откосам, оно автоматически будет выровнено параллельно стене, плюс при установке случайно уронить окно наружу тоже не получится. Установка окон – это достаточно простая процедура. После установки их в проем фиксируем с помощью металлических пластин, при этом выставляя в ровное положение. Ну а после запениваем зазоры с помощью монтажной пены. Также, чтобы закрыть полностью коробку дома на зиму, отец изготовил импровизированную дверь, а остатками мешков клея он подштукатурил стыки блоков. И на этом консервация дома на зиму закончилась. Дом погрузился в зимнюю сплячку. Но некоторые работы по дому все же продолжились. Были сделаны все документы на дом и подключено трехфазное электричество с установкой двухтарифного счетчика. Ну а началом работ в следующем сезоне стало изготовление теплого пола. Уже ни для кого не секрет, что теплый пол в доме – это отличный элемент комфорта. Но также эта система реально позволяет экономить счета за отопление. Когда наши ноги в тепле, то температуру воздуха в районе головы можно опустить и до 18 градусов. Ощущаться она будет с теплыми полами совсем иначе. Для того, чтобы теплый пол отдавал тепло в дом, а не в грунт, мы изолируем его от грунта с помощью 50-мм экструдированного пенополистирола. Листы пенополистирола будем укладывать прямо на грунт через тонкую прослойку песка. На пенопласт уложили сетку с размером ячейки 100 на 100 мм. Сетка дополнительно армирует бетон и является основой для фиксации трубы теплого пола. Нагревать бетон будет труба с бегущей по ней теплоносителем. Трубу укладывали шагом в 30 см. На пол ушло примерно 100 погонных метров. Из них можно получить 2 кВт тепловой мощности, а это вдвое больше, чем максимальные теплопотери первого этажа при минус 20 снаружи. В качестве опор для маяков использовали деревянную рейку, которую вбивали прямо в грунт через пенопласт. В последующем к этим стойкам прикрутили металлические штукатурные маяки. Плиту теплого пола мы заливали бетоном толщиной в 10 см. Основная задача этой большой массы бетона – повысить тепловую инерцию, придавая теплому полу функции теплового аккумулятора. Это также позволит снизить счета за отопление, приоритетно нагревая теплый пол по ночному тарифу на электроэнергию. В итоге мы залили 3 кубометра бетона, затратив на это примерно 6 часов. После укладки бетона в течение пары дней поливали его водой, поэтому бетон высыхал постепенно и не растрескался. А дальше внутренние работы продолжились изготовлением перегородок.
Перегородки в этом доме будут нести двойную функцию. Во-первых, они будут работать по прямому своему назначению, а именно разделять жилое пространство на комнаты. А во-вторых, они будут работать как часть силового каркаса, который будет укреплять как междуэтажное перекрытие, так и перекрытие кровли. Перегородка с диагоналями формирует непрогибающуюся ферму, которая с одной стороны упирается в стену, а с другой стороны стоит на подпорной колонне первого этажа. Вместе с обильным количеством крепежа к балкам перекрытия и балкам кровельного каркаса, они создают жесткую пространственную конструкцию, усиливая друг друга. И вот настал момент, когда мы приступили к монтажу инженерных систем. И в первую очередь мы занялись системой канализации. Изготовление системы канализации началось еще до возведения дома, скобки и обустройства сливной ямы. В дом канализационную трубу завели через втулку, которую изготовили из куска трубы чуть большего диаметра и заклали ее в опалубку для фундамента еще до заливки бетона. Раскладку канализационных труб по первому этажу также сделали до заливки теплого пола. Ну а заканчивать раскладку канализации мы с супругой продолжили с первого этажа. Отверстия в балках перекрытия под канализационные трубы лучше всего сверлить у краев балок возле стены, так они будут наименьшим образом ее ослаблять. После проверки уклона трубы в отверстиях я начально фиксировал с помощью пенопластовых клиньев и завершал фиксацию с помощью монтажной клей-пены. Ну а после раскладки всех канализационных труб и организации выходов мы приступили к системе водопровода. Система водоснабжения для нашего небольшого дома практически ничем не отличается от систем водопровода для большого дома. В доме отца будет присутствовать кухня, 2 санузла и другие элементы, требующие подключения воды. Так что количество точек подключения будет такое же, как и у любого другого дома. Работы по водоснабжению дома начались из пробоя 25-метровой скважины. Для кессона использовали 2 бетонных кольца с диаметром 80 см и прямо на кольца установили люк. К дому воду подвели, выкопав траншею глубиной 120 см. В траншею уложили 25-мм ПНД трубу вместе с кабелем питания насоса. Классически в кессоне размещают насосную напорную станцию, состоящую из центробежного поверхностного насоса, гидроаккумулятора и управляющего реле давления. Мы же, руководствуясь опытом, разместили в кессоне только центробежный насос, а гидроаккумулятор и управляющую автоматику разместили в доме. В этом решении есть ряд преимуществ. Из этих 3 основных компонентов наименьшего обслуживания требует центробежный насос, и его размещение в кессоне вполне логично. Так, находясь поближе к воде, он намного эффективнее работает на всасывание. А разместив гидроаккумулятор и реле давления в доме подальше от влаги, можно в разы увеличить их срок эксплуатации. Супруга выполнила обратную засыпку траншей с послойным трамбованием и заливкой водой каждого слоя. А потом мы приступили к внутреннему монтажу системы водоснабжения. Для начала под мойкой нужно разместить самые крупные элементы системы, такие как гидроаккумулятор и фильтра для воды. Все элементы системы должны размещаться в удобной доступности, но при этом минимально занимать полезное пространство, так как оно под мойкой еще пригодится, например, для мусорного ведра. Весь водопровод в доме мы изготовили из полипропиленовой трубы под пайку с диаметром в 20 мм. Это одно из самых дешевых решений, при этом оно очень надежно. Все фитинги, включая шаровые краны для пайки, стоят очень бюджетно, а освоить самостоятельную пайку тоже не составит никаких проблем. Выход воды на улицу я разместил перед фильтрами, чтобы, поливая водой огород, не использовать их ресурс.
После установки и подключения реле давления мы отрегулировали давление воды в системе, ориентируясь на манометр, а для фильтрации воды смонтировали 2 10-дюймовые колбы. Последующая разводка воды в доме продолжилась от выхода с фильтров. Деревянные балки междуэтажного перекрытия являются хорошим местом для прокладки инженерных систем. Почти весь водопровод в доме мы проложили как раз между них. При пайке труб прямо по месту нужно продумывать последовательность действий, чтобы исключить места, где с паяльником подлезть уже будет невозможно. В подобных условиях паять значительно удобнее вдвоем. Основной санузел, находящийся на втором этаже, находится здесь же, над кухней, поэтому вся система водоснабжения дома компактна и не имеет длинных ветвей водопровода. Это не только упрощает монтаж и позволяет сэкономить на трубах, но также сокращает время ожидания подачи горячей воды от бойлера к самой дальней точке подключения. Этого финального узла сделали опуск к подключению воды для наполнения системы отопления, а финальным штрихом стало утепление трубы с пененным полиэтиленом. Как сделать простую экономичную систему отопления, доступную для изготовления своими руками? Ну вот, две инженерные системы для дома, канализация и водопровод у нас уже готовы. И сейчас настал момент приступить к изготовлению отопления. Наша система отопления будет двухтрубной с принудительной циркуляцией теплоносителя. Весь первый этаж будет нагревать водяной бетонный теплый пол, а второй этаж будут греть стальные батареи. В качестве нагревательного элемента станет электрокотел, хотя такая же инсталляция подойдет и для использования с газовым котлом. Электрокотел как главный источник отопления был выбран неспроста. На данный момент отопление дома с помощью электричества с учетом двухтарифного счетчика и тарифа на электроотопление в Украине обходится все же дешевле. Часть системы отопления, а именно бетонный теплый пол, у нас уже готова. Ну а все остальное нам еще предстоит изготовить. Для отопления мы использовали простой трехфазный электрокотел с суммарной мощностью 4,5 кВт. Он имеет трехступенчатую регулировку мощности, которая обеспечивает 3 отдельные тена по 1,5 кВт. В нашем бюджетном электрокотле нету циркуляционного насоса и расширительного бачка, поэтому их мы установим во внешней инсталляции. Также основными компонентами инсталляции станет узел безопасности котла, специальные сгоны и фитинги, коллектора для теплого пола, запорные краны и многие другие компоненты. Изготавливать инсталляцию мы начали с установки котла. Котел будет размещаться в кухонном помещении. В этом небольшом доме изготовление отдельного технического помещения, котельни, просто невозможно. Да и целесообразность переводить жилую площадь в любом доме под котельную сомнительно. Вся отопительная инсталляция будет размещаться на кухне и поместится в небольшом шкафчике, в котором также проходит канализационный стояк на второй этаж. Для всего трубопровода системы отопления мы использовали полипропиленовую трубу, армированную стекловолокном с диаметром в 25 мм и такую же трубу с диаметром в 20 мм. Прокладку этих труб к батареям мы произвели внутри каркасного деревянного перекрытия, в котором просверлили отверстия для трубы с подачей теплоносителя и обратки. Разметив положение основных элементов в нашей инсталляции, мы замеряли и отрезали кусочки труб и сваривали их в отдельные элементы, а потом крепили все эти элементы к основной инсталляции. Под котлом целесообразнее всего разместить циркуляционный насос. Так, работая с более холодным теплоносителем, он будет получать меньший износ и продлит срок своей эксплуатации. В группе безопасности котла, находящейся сверху, присутствует взрывной клапан. В случае закипания воды при выходе из строя автоматики котла, предохранительный клапан сбросит излишки давления в эту трубу, которую мы соединили с помощью тройника со сливной веткой и в итоге подсоединили к канализации.
В стояк обратки мы также врезали расширительный бачок. В закрытой системе отопления расширение от нагрева воды будет компенсировать резиновая груша, которая находится в этом бачке. Перед циркуляционным насосом и на выходе подачи из котла мы установили пару шаровых кранов. Перекрыв их, можно полностью извлечь из системы котел вместе с циркуляционным насосом, при этом оставив остальной теплоноситель под давлением. Это позволит легко произвести ремонт, замену или обслуживание этого отопительного оборудования без спуска всего теплоносителя с системы. Как вы уже заметили, у нас не будет отдельного смесительного узла для теплого пола. Здесь мы используем парочку бюджетных двойных коллекторов. Температура всего теплоносителя в системе будет низкой, подходящей для теплых полов в районе 30-35 градусов. А для того, чтобы батареи на втором этаже смогли нагреть комнаты с помощью такого низкотемпературного теплоносителя, мы просто купили их большего размера. На этом бюджетном коллекторе уже предусмотрено уплотнительное соединение, и оно подходит для нашей пластиковой трубы теплого пола с диаметром в 16 мм. Ну вот, инсталляция этого отопительного узла и закончена. Второй этаж будут греть стальные радиаторы, с установки которых мы и продолжаем изготовление системы отопления. Две небольшие спальни на втором этаже будут греть стальные радиаторы с высотой 30 см и длиной в 1 метр. А эта батарея с размерами 50 на 50 см будет обогревать ванную комнату. Кран, который мы размещаем на подачу теплоносителя, имеет ручной регулировочный вентиль. Установка термоголовок пока что не вписывается в нашу бюджетную систему отопления, хотя в будущем апгрейдить батареи с их помощью будет несложно. Найти подходящий дюбель для крепления батареи к газобетону в ближайшей доступности нам не удалось, поэтому пришлось смастерить его самостоятельно. Деревянные цилиндрические вставки мы вклеили в отверстие в газобетоне с помощью монтажной пены. Чтобы проверить такой дюбель на прочность, мы сделали тестовый образец, который усердно испытывали своим весом. Испытания показали, что такой самодельный крепеж спокойно выдержит батарею, сидящей на ней человеком, любой кухонный шкаф, тумбу, сейф, турник, голову лося и буквально все что угодно, что можно навесить на стены из газобетона. Так как система отопления у нас двухтрубная, то в перекрытии мы протянули параллельно трубу подачи и обратки. Основную ветку подачи и обратки мы изготовили из полипропиленовой трубы с диаметром 25 мм, а после разветвления к батареям трубу подводили диаметром 20 мм. Монтаж этого крана стал финалом изготовления системы отопления. Мы установили 3 радиатора отопления, развели все трубы по дому, сделали инсталляцию обвязки котла и подключили к системе теплый пол. После заполнили систему водой, выставили давление чуть меньше 2 атмосфер, которое успешно продержалось более 2 суток, что свидетельствует о полной герметичности. До момента подключения электрики к дому для всех работ электрику мы удачно одалживали у соседей. Весь процесс подключения электрики оказался достаточно затратным, как по времени, так и финансово. Бумажная волокита растянулась примерно на 10 месяцев, а в сумме все подключение трехфазного электричества обошлось нам $830. Сюда вошел двухтарифный счетчик с соответствующим тарифом, который понижает стоимость электричества в ночное время в 2 раза. А также тариф на электроотопление, который понижает стоимость электричества в отопительный период еще в 2 раза. В эту сумму также вошли 7 кВт выделенной мощности. Это тот минимум, который позволил установить вводной автомат на 16 ампер, которого, по нашим расчетам, при наличии электроотопления и 3 фаз должно хватить для комфортного электропотребления остальных приборов. Ввод электрики в дом мы выполнили с помощью медного 4-жильного кабеля ВВГ-НГ с сечением жилы в 4 мм квадратных. Кабель завели в дом в районе перекрытия и в нем же протянули к распределительной коробке.
Распределительный ящик с автоматами будет являться основным электроузлом в доме. Отсюда электропитание разойдется по всему дому и к основным источникам электропотребления. Его мы решили разместить скрытым от глаз под лестничным проемом. Когда у нас появился главный электроузел, мы начали раскладку электропроводов по дому. Все питание в доме, кроме электрокотла, будет осуществляться от 220 вольт. А так как в наш дом заходит 3 отдельные линии по 220 вольт, то на них мы попытаемся равномерно распределить всю нагрузку от электроприборов. Всю силовую разводку, идущую к розеткам, мы выполняли с помощью того же кабеля ВВГ-НГ, только с 2 жилами и сечением в 2,5 квадрата. Электропроводку в доме мы разбили на отдельные ветки, которые по отдельности нагрузить всеми мощными электропотребителями просто не получится. Часть проводов мы соединяли в подрозетниках, а часть проводов соединяли скрытно в деревянном каркасе гипсокартонных перегородок. Эти контактные места – самое слабое звено во всей электропроводке, особенно если часть этих соединений будет скрыта, как для ревизии, так и для возможного ремонта, поэтому к этим соединениям нужно подойти с максимальной ответственностью. И для надежного соединения проводов мы выбрали самый надежный из существующих вариантов с помощью сварки. Теперь это соединение реально монолитное, без какого-либо заужения по сечению жилы. Ну а финальным штрихом в электропроводке стала развязка вот этой паутины в электрощитке, которая также ознаменовала окончание по изготовлению всех инженерных систем. И хотя на изготовление всех инженерных систем времени было затрачено столько же, сколько и на изготовление всей коробки для дома, но именно они сделают из этих 4 стен комфортное современное жилье. По конструкции входную дверь для этого дома мы решили сделать с пустотелым внутренним каркасом. Это позволит разместить внутри двери утеплитель из пенопласта. Как раз это и сделает дверь максимально теплой и не позволит промерзать даже в сильнейшие морозы. Именно такая теплая дверь позволила отцу отказаться от входного тамбура, так как он никак не вписывался в небольшую площадь его дома. С 2 сторон каркаса из сосновых досок мы изготовили деревянные щиты, а внутренние полости каркаса заполнили обычным белым пенопластом толщиной в 50 мм. В центре нашей двери мы установим двухкамерный стеклопакет. Он придаст уютности и позволит посмотреть на пришедшего гостя. Наружную поверхность дверей окрасили в черный цвет, а с внутренней стороны покрыли двери лаком. А после мы установили дверную коробку в проем, навесили дверь, врезали замок и в завершении установили стеклопакет. Возможно ли сделать удобную лестницу в ограниченном пространстве, да еще и затратить на это минимальные средства? В идеале изготовление любой лестницы должно начинаться на этапе проектирования дома. Так для лестницы можно будет выбрать наилучшее место, а при необходимости внести в конструкцию дома дополнительные усилители. В нашем случае мы разместим лестницу прямо возле входной двери.
По конструкции она будет легкой, поэтому никакого усиления ни фундамента, ни стен мы заранее делать не будем. Конструкцию лестницы можно сделать из разнообразнейших материалов, но в основном используют бетон, сталь или дерево. Самой простой и доступной для самостоятельного изготовления будет конструкция из дерева, а в простейшем исполнении она получится еще и самой дешевой. Все заготовки для лестницы заранее простружили на электрофуганке. На этом же станке все заготовки были и нарезаны до нужного формата. Тетивой для лестницы станет сосновая доска с сечением 200 на 40 мм, с обеих сторон которых сделали косой спил. Эта междуэтажная лестница будет двухмаршевой, поэтому проторцевали 4 таких заготовки. Все остальные детали заготавливали уже на самой стройке. Так как эта лестница будет монтироваться в ограниченном пространстве, то в ней будет присутствовать поворот на 180 градусов. Для этого поворота мы сделаем лестничные площадки, каркас для которой будем собирать из бруска с сечением 50 на 100 мм. Конструкция лестничной площадки будет иметь простую П-образную форму. Между лестничными маршами она будет делиться надвое, формируя перепад по высоте, который будет работать как дополнительная ступень. Чтобы уменьшить потери полезной площади из-за лестницы, все пространство под ней мы будем использовать. Объем под основным лестничным маршем будет использован под компактную туалетную комнату, а пространство под другим маршем и лестничной площадкой будет использовано для хранения. В том числе здесь также разместятся обувные полки, присутствие которых возле входной двери будет как раз кстати. Ступени для лестницы изготавливали из сосновой половой доски. Она имеет толщину в 28 мм и соединяется между собой с помощью шип-паза. При сравнительно небольшой стоимости половой доски это является хорошим бюджетным решением, которое будет достаточно прочным и выглядит эстетично. Таким же образом прямо на месте были изготовлены и все остальные ступени, общее количество которых составило 11 штук плюс 2 ступени, сформированной поворотной площадкой. После сборки основной конструкции лестницу ожидала шлифовка, которая убрала грубые переходы и частично сняла ворсу. А по окончанию шлифования мы покрыли лестницу паркетным лаком. Ширина нижнего лестничного марша составила всего лишь 60 см. Ширина более длинного лестничного марша составляет уже 75 см, и это как раз обусловлено размещением под ним санузла. Да, такая ширина лестницы это значительно меньше, чем рекомендуется большинством норм, а также здесь вряд ли удастся разминуться вдвоем. Но подниматься по такой узкой лестнице вполне комфортно, так как высота ступеней в 19 см и длина в 28 см задали удобный угол наклона в 34 градуса. Лестницу удалось вписать в габаритный прямоугольник с размерами 2,40 на 1,35 м, что в сумме на обеих этажах заняло чуть больше 6 квадратных метров. А если вычесть санузел, то лестница съела всего лишь 4 квадратных метра площади. Для этого дома мы выбрали деревянное перекрытие, так как оно обходится значительно дешевле, чем перекрытие из железобетона, и изготовить его своими руками в разы проще. А также деревянное перекрытие не имеет излишнего веса, поэтому меньше нагружает стены и соответственно фундамент. Как вариант чистового покрытия для пола на втором этаже мы рассматривали ковролин, ламинат и массивную деревянную доску. Для ковролина и ламината нужен черновой пол. Здесь как разумный вариант мог бы стать лист ОСП. С нашим шагом между балок в 60 см нам и подошел лист ОСП с толщиной 18 мм. Стоимость такого пола из ОСП плиты уже составила бы $6 за квадратный метр, ну а если еще прибавить стоимость средненького по качеству ковролина или ламината, то финальная стоимость 1 квадратного метра пола получилась бы более $12. Также находящиеся внутри помещения листы ОСП нельзя назвать экологичным решением, поэтому мы были более склонны к полам из массива древесины. Мы использовали сосновую напольную доску с толщиной в 28 мм по цене в $9 за метр квадратный.
Массивная шпунтованная доска, естественно, несет функцию как финишного покрытия, так и функцию несущего чернового пола, так как при толщине в 28 мм является достаточно прочной. А учитывая, что такое решение еще и долговечней и бесспорно экологичней, а самое главное, что из всех возможных вариантов оно оказалось еще и самым дешевым, то пол из массива древесины в бюджетном строительстве для нас стал бесспорным лидером. Перепад высоты между балками составил около 8 мм, и этот перепад мы убирали с помощью электрорубанка. Мы не стремились добиться идеальной ровной плоскости, а лишь сглаживали местные перепады высоты, доведя их значение до 1-2 мм. Подровнять балки электрорубанком возле стен не представлялось возможным, поэтому я использовал там более древний инструмент – топор. После выравнивания балок мы подняли всю напольную доску на второй этаж. Затащив весь пиломатериал наверх, мы проторцевали все доски с одной стороны. Таким образом, при монтаже досок нужно будет подгонять только одну сторону. Мы использовали скрытый способ крепления досок, когда саморез вкручивается в торец над шпунтом под углом примерно в 45 градусов. Между лагами и половой доской промазали полиуретановым конструкционным герметиком. Частично он склеит это соединение и в общем добавит этой конструкции жесткости. Но основное его назначение в этом стыке – это противодействие появлению возможного скрипа. Он уберет подвижность половой доски и выступит некой резиновой прокладкой, работающей как амортизатор. Геометрия наших досок была достаточно качественной, поэтому процесс укладки шел быстро и без особых проблем. Шип в паз входил легко, загонять его туда мне помогал молоток, которым я стучал по торцу доски, прокладывая деревянную вставку, вырезанную из той же доски с пазовой стороны. Некоторые наши доски имели искривление по плоскости доски. Этот изгиб легко равнялся при забивании доски в паз. При этом доску к плоскости лак мы прижимали при помощи ног, но на некоторых досках встречался изгиб вдоль ребра. С его напряжением было справиться куда сложнее, и здесь как нельзя кстати оказалось использование косых саморезов. Приподнимая внешнее ребро доски, уложенной на лаге, вставленный на всю глубину косой саморез вкручивался в более дальнюю точку, при этом со значительным усилием заталкивал доску в паз, выравнивая ее по предыдущему ряду. Перейдя к укладке пола во второй комнате, мы уже начали использовать некую систематичность. Разделив процессы по этапам, сначала мы проторцевали почти все заготовки, просверлили в них все отверстия под саморезы и одним махом уложили большую часть пола. Такой способ оказался крайне эффективным, он ускорил укладку напольного настила как минимум на 30%. После шлифовки пола приступили к его покрытию лаком. Мы использовали полиуретановый паркетный лак и для первого грунтовочного слоя обильно разбавили его растворителем. В результате мы получили надежный, экологичный и самое главное долговечный пол, при этом затратив на него минимальную цену. Финальные слои лака мы нанесем после всех внутренних отделочных работ, а пока что для сохранности накрыли пол строительной пленкой. В основном в нашем регионе гипсокартонные листы монтируются по металлическому каркасу, который изготавливается из тонкостенных специальных профилей.
Стоимость металлического каркаса в гипсокартонной системе достаточно высока. И мы задались логическим вопросом, почему бы не прикрутить гипсокартонные листы прямо по деревянным балкам междуэтажного и кровельного перекрытия, ведь подобная практика монтажа гипсокартона по деревянному каркасу уже давно известна в тех же каркасных домах. Крепить гипсокартон к каркасу мы будем с помощью 32 мм саморезов по дереву, а для их завинчивания будем использовать специальную биту для гипсокартона. Монтировать листы гипсокартона мы начинаем с потолка на втором этаже. Крепить листы к потолку не самая легкая задача, поэтому для облегчения этой работы мы сделали несложное приспособление в виде двух подпорок наподобие швабры. Одна из подпорок имеет подвижную горизонталь, которая позволит ей легко позиционироваться в любом положении. Вырезая нужную выкройку из гипсокартона, мы поднимали ее через лестничный проем и прикручивали к потолку. Подпорки в виде швабры здесь работали как хороший помощник. Прижав ими лист гипсокартона, его можно уже не держа, спокойно прикручивать саморезами. С помощью этой чудесной приспособы можно также крутить гипсокартон к потолку даже самостоятельно. Режется гипсокартон достаточно легко. Почти все для его резки используют строительный нож с выдвижным лезвием. Я советую поискать более редкий вариант такого ножа с более прочным лезвием шириной 25 мм. У меня был неприятный случай, когда 19-мм лезвие стандартного ножа, идущее по направляющей линейке при вот таком вот резе, обломалось, а остаточное напряжение в руке провело обломок ножа по пальцам второй держащей руки. Для стыковки гипсокартонных листов отрезной стороной на ней нужно сделать скос примерно в 45 градусов. Из практики сделать скос проще всего тем же строительным ножом. Потолок и перегородки в санузлах и на кухне мы обшивали влагостойким гипсокартоном. Картон в таком листе пропитан особым составом, уменьшающим возможность гипсокартону впитывать влагу. Обшивая гипсокартоном кухню, мы выработали почти весь гипсокартон от первого заезда и во второй раз довезли оставшиеся листы. В сумме для обшивки перегородок и потолков для дома с общей площадью 60 квадратных метров мы закупили 52 листа гипсокартона. Если платить за работу по монтажу гипсокартона на потолок, его шпаклевку и покраску, то натяжные потолки будут более дешевым и быстрым вариантом. Но для единичного самостоятельного изготовления натяжных потолков затраченная цена на оборудование для их изготовления будет неоправданной. Пока я заканчивал монтаж гипсокартона, супруга уже начала подготовку к шпаклевочным работам, а именно пропитывала все стыки грунтом глубокого проникновения. Основанием под шпаклевку у нас составило 110 метров квадратных поверхности из газоблока и 120 метров квадратных поверхностей из гипсокартона. Обе эти поверхности немного отличаются и требуют разного подхода. Так, основание из газобетона мы начали готовить к малярным работам еще на этапе кладки газоблока. Равняя газоблок при укладке по внутренней стороне дома, мы добились более ровной внутренней поверхности. А те незначительные перепады в его размерах, которые вылезли на наружную часть, будет легче подровнять уже при фасадных работах. Газобетон достаточно непростой материал с точки зрения его шпаклевки. Нередко уже на финишной отделке такой стены появляются трещины или даже паутинка из мелких трещин. В
противодействие этому многие армируют стену перед шпаклевкой с помощью стеклосети, но даже это полностью не исключает возможность появления мелких трещин на финишном покрытии. Как вариант максимально обезопасить себя от появления возможных трещин на финишной отделке по газоблоку, можно и вовсе оклеить его листами гипсокартона и уже на них выполнять финишную отделку, но в нашем проекте это бы удвоило количество гипсокартона, значительно увеличив бюджет. Поэтому на этом этапе шпаклевочных работ мы также постарались все максимально упростить. И даже если на финишной окраске появятся небольшие трещинки или паутинка, мы готовы с этим смириться. Тем более, что если они будут слишком явными, то с этой проблемой легко справится та же элементарная поклейка обоев. Все неровности на газобетонных стенах жена подровняла с помощью шлифовальной сетки, а потом мы обильно покрыли их грунтом глубокого проникновения. Этим же грунтом покрыли и все поверхности из гипсокартона. Для армирования швов применяют ленту-серпянку, специальные бумажные ленты и композитные ленты. В нашей местности самой доступной оказалась лента-серпянка, ее мы и решили применить. Самоклеющуюся ленту-серпянку мы приклеили заранее на все швы. А для их заполнения использовали специальную шпаклевку Фюгенфюллер. Это крепкая универсальная шпаклевка на гипсовой основе с хорошей адгезией. Все стыки гипсокартона, а также внутренние углы шпаклевкой заполняла супруга. Это достаточно легкая процедура, но ее нужно выполнять тщательно, при этом держа быстрый темп, чтобы успевать выработать весь замес. Все наружные углы на гипсокартоне мы дополнительно усиливали специальным алюминиевым уголком. Такой уголок не спасает гипсокартон от удара той же мебели, но все же сделает его более прочным, и самое главное, сделать с его помощью идеально ровный угол будет значительно проще. Так как шпаклевка Фюгенфюллер достаточно прочна и имеет некую эластичность, я решил использовать ее как стартовый слой для газобетонных стен. Мне кажется, что она хорошо укрепит основание на газобетоне под следующие слои шпаклевки. Для нанесения стартовых слоев шпаклевки я использовал полметровый шпатель-полутер. Неоспоримым преимуществом полутера является большое количество шпаклевки, нанесенное за один процесс. У полутера есть и минусы. Для эффективной работы с ним нужно использовать одну руку, так как другая рука постоянно занята маленьким шпателем, наносящим на него шпаклевку, а его вес, который достигает 1 кг, дополняется еще и весом обильно нанесенной шпаклевки, и такая нагрузка для кисти одной руки получается избыточной. Полутер плохо подходит для финишных слоев шпаклевки, но для стартовых слоев, если у вас получится, конечно же, его освоить, он будет самым эффективным. Следующим слоем на газобетонных стенах, а на гипсокартонной стене это будет первый слой, мы наносили шпаклевку Satin Gips. По сути, это универсальная шпаклевка на гипсовой основе, которая годится как для стартовых слоев, так и для финишных. Этот слой шпаклевки мы наносили с помощью обычного шпателя. Для себя мы выбрали оптимальную его длину в 45 см. Такая длина шпателя давала хороший баланс между удобством его контроля и площадью, которую он покрывает. Для последующих слоев шпаклевки мы использовали уже другую шпаклевку Multi-Finish. Multi-Finish — это еще более мягкая и нежная шпаклевка, которая хорошо равняется шпателем, и поверхность получается очень гладкой. Ну а самый главный плюс — это то, что она легко шлифуется. Вообще, ожидание шлифовальных работ навеивало на нас с супругой некую тоску. Эту неприятную процедуру мы запомнили еще шпаклевания нашего дома. Пыльное перетирание шпаклевки — это поистине самая неприятная процедура во всех малярных работах, которую мы попытались избежать с помощью специального шпателя с эластичным лезвием. Финишную шпаклевку мы наносили с помощью валика, и буквально после 3-4 протяжек этим шпателем финишная поверхность получалась идеальной. Ну а самым главным плюсом, который нас порадовал, оказалась готовность финишного покрытия под покраску без шлифовки, что не только сэкономило нам уйму времени, но также избавило от неприятной вредной работы.
По окончанию шпаклевочных работ все поверхности пропитали грунтом и покрыли стены с потолком 2 слоями недорогой акриловой краски. Покраска дело достаточно простое, главное подобрать правильный валик, удлинить ему ручку, постараться не разбавлять краску и тщательно ее наносить без пропусков и подтеков. Ну вот мы и закончили шпаклевочно-малярные работы. После них дом существенно преобразился и стал выглядеть внутри практически жилым. Для полного счастья не хватает только чистового напольного покрытия, к настилу которого мы как раз и приступили. На первом этаже черновой пол уже присутствовал. Им стал массивный бетонный теплый пол. Для финишной его отделки решение более практичного и функционального с точки зрения теплопроводности, чем керамогранитная плитка, мы не нашли. Такое покрытие очень крепкое, не изнашивается, не требует особого обслуживания, легко убирается и не мешает нормально функционировать теплым полам. Для бюджетного практичного дома самое то. Бетонную основу пропитали обильным количеством грунта. Для этого использовали обычный валик, которому удлинили ручку. На пол мы клеили керамогранитную плитку с размерами 600 на 600 мм. Чем больше формат плитки, тем легче и быстрее ее можно укладывать. И на наш взгляд большой формат плитки в практичном интерьере смотрится наилучшим образом. Керамогранит – это плотный материал, который практически не впитывает влагу, что существенно ухудшает его контакт с клеем. Для решения этой проблемы мы взяли фасадную кварцевую грунтовку и покрыли ею керамогранитную плитку с обратной стороны. Из-за наличия кварцевого песка в грунте, покрытая им поверхность получается грубой и шероховатой, и с нею хорошо схватывается любой плиточный клей. Укладывать плитку такого формата было достаточно просто, и процедура проходила быстро. Ряды равняли с помощью лазерного уровня, а для нанесения клея использовали гребенку с ячейкой 10 на 10 мм. При нанесении клея с ее помощью только на основу толщину шва можно было варьировать от 4 до 6 мм. Но дойдя до более толстых слоев в середине комнаты, там где бетон у нас немного просел, мы наносили клей также и на плитку, и это позволяло делать шов от 8 до 12 мм. Также добавляли небольшое количество мелких ляпух, которые не позволяли плитке сразу же провалиться ниже требуемого уровня. Укладка плитки требует аккуратности и небольшого количества практических навыков. Совсем немного потренировавшись с укладкой плитки своими руками, сможет справиться практически каждый. Как разместить полнофункциональную кухню в минимальном пространстве на 4,5 квадратных метрах? Этот вопрос мы решили еще на стадии проектирования дома. Так для нее можно выбрать оптимальное место и задать необходимый размер. В нашем варианте оптимальным местом для размещения кухни оказалась северная часть дома, которая находится максимально близко возле входа в дом. На выбор размера кухни влияет два основных требования, которые в итоге определяют ее функциональность. Нужно задать себе вопрос, будет ли кухня использоваться только для приготовления пищи или также для ее потребления. Здесь кухне была определена роль сугубо для приготовления пищи, поэтому ее размеры составили 210 на 210 сантиметров. Это примерно 4,5 квадратных метра, и в этом пространстве мы постарались разместить все необходимое. Из практических побуждений стены и пол на кухне мы покрыли плиткой. Перед укладкой плитки все поверхности прогрунтовали. На пол положили ту же керамогранитную плитку, которую клеили на весь первый этаж. Раскладка плитки по всему первому этажу совпадает, и отсутствует порог в дверном проеме, что и выглядит красиво и очень удобно. На стены же мы приклеили обычную керамическую плитку небольшого формата.
При укладке плитки на ровные вертикальные основания никаких особенных навыков не нужно, плитка укладывается просто и быстро. Для нанесения клея использовали 8-мм гребенку. Горизонтальные швы равняли по всему периметру с помощью лазерного уровня. Толщину швов корректировали с помощью 3-мм крестиков, ну а общую плоскость равняли при помощи пузырькового уровня. Кроме фартуха, плитку мы укладывали на все видимые части стен. Те части стен, которые будут закрыты кухонными шкафчиками, оставили как есть. Даже если в будущем будет происходить какой-нибудь кардинальный ремонт с перепланировкой, то логичнее всего и вся плитка на стенах также будет меняться. Так что мы не увидели никакого смысла клеить плитку в закрытых местах. Собирать мебель для кухни мы решили самостоятельно из заранее заказанных деталей. Особенных проблем при сборке не возникло. Хотя площадь кухни сравнительно небольшая, но собранные шкафчики заняли почти всю гостиную. Мы планируем по максимуму использовать все свободное пространство на кухне, чтобы добиться максимального объема мест для хранения, поэтому верхние шкафчики будут идти до самого потолка. Установив тумбы, мы примеряем и подгоняем к ним столешницы. Разметку отверстий под раковину и электроплиту делаем прямо на месте, ну а для более удобного вырезания этих отверстий мы все-таки сдемонтировали столешницу. Плиту и раковину приклеиваем к столешнице с помощью аквариумного силикона. А чтобы в углах не скапливалась влага и грязь, мы их также заполняем тем же силиконом. Для ящиков мы использовали шариковые направляющие полного выдвижения. Вообще все пространство в нижних тумбах, где это возможно, мы заполняли выдвижными ящиками. Организовать с ними удобный доступ и хранение значительно проще, чем с полками. Примыкание столешниц по периметру к стенам мы также заделали силиконом, и теперь на столешнице не осталось ни одного места, подверженного разрушительному воздействию влаги. Под кухонной мойкой осталось достаточно места для обслуживания системы водоснабжения и замены фильтров. Еще и осталось свободное место для размещения пары мусорных ведер. В шкафах, перекрывающих систему отопления, также осталось много свободного места для хранения. Естественно, при обслуживании системы отопления и все-таки придется разгружать. В небольшом пространстве для кухни параллельное размещение столешниц и навесных шкафов является оптимальным. Г-образное или П-образное размещение кухонной мебели не позволяет комфортно использовать места для хранения в углах. Ну а к столешнице в углу и вовсе не получится нормально подступиться. Вытяжка над плитой у нас врезная. Для маленькой кухни это оптимальное решение, так как, установив полочку над нею, место в шкафчике останется функциональным.
Общий полезный объем всех верхних шкафчиков, а также нижних туб составил 2500 литров. Этого вполне достаточно даже для семьи из 4 человек, ну а для 2 пожилых людей даже с запасом. Плиту с духовкой рациональнее всего разместить в самой дальней непроходной точке на кухне, так как в одночасье ею будет пользоваться в основном только 1 человек. А вот холодильник с мойкой желательно разместить поближе к входу, так как к ним на кухне будут бегать значительно чаще. Изготовление кухни проходило у нас весело и без особых трудностей. Из всех работ по строительству дома, работу по кухне я бы охарактеризовал как приятную. Основную ванную комнату мы решили разместить на 2-м этаже в непосредственной близости к 2 спальням. Ее расположение здесь с точки зрения комфорта нам показалось наиболее выгодным. Весь 2-й этаж формирует личное уютное пространство, как бы условно отделяя от гостей, и персональный санузел здесь как раз в тему. Тем более, что на 1-м этаже под лестницей мы уже сделали крохотный спартанский санузел, в котором уже установили унитаз и сделали подвод воды для умывальника. Для ванной комнаты деревянный пол не самый подходящий вариант, и нам пришлось немного повозиться, чтобы приклеить плитку на деревянные лаги. В качестве чернового основания мы использовали лист ОСП с толщиной в 10 мм. Листы ОСП мы подгоняли по размерам и с помощью саморезов прикрутили к лагам. Так как лист достаточно тонкий, усилили его дополнительными деревянными вставками через каждые 40 см. Такая конструкция пола по факту уже получилась достаточно жесткой, но еще не обладала нужными качествами. ОСП обработали грунтовкой глубокого проникновения, и следующим процессом подготовки основания под керамогранитную плитку стала приклейка обычных листов стенового гипсокартона с помощью монтажной пены. Гипсокартон в этом сэндвиче за счет своей толщины также укрепляет основание и работает отличной промежуточной прослойкой между подверженным расширением деревом и более статичным керамогранитом. Плитку в этом санузле мы начали укладывать со стен. Монтаж плитки на ровные стены с нанесением клея гребенкой приносил лишь одно удовольствие. Процесс шел легко и относительно быстро. Единственное, что отвлекало, это сверление отверстий под инженерные выходы. Весь процесс укладки плитки на все 4 стены с общей площадью в 15 квадратных метров занял у нас 1 день, и следующей нашей работой стала укладка керамогранита на пол. Здесь для прочного соединения мы наносили клей как на основу, так и на саму плитку, стыкуя их перпендикулярно бороздкам. Для начала мы приклеили первую плитку в центре помещения, выровняв ее относительно стен и по горизонту. Это дало нам возможность четко отмерить все остальные подрезные плитки, идущие по периметру. При укладке плитки на наш импровизированный сэндвич на деревянном основании мы использовали клей для теплых полов. Он стоит незначительно дороже обычного, но при этом обладает большей эластичностью, что на подобной основе будет плюсом. А также следили, чтобы клей не попадал в шов, и в процессе подчищали швы до основания шпателем.
так как в последующем эти швы мы заполним аквариумным силиконом. Эластичный шов в такой системе сделает все напольное покрытие более подвижным и менее подверженным отслоению самой плитки. 100-литровый бойлер мы навесили на деревянную перегородку. Под болты-саморезы в этом месте в каркасе заранее была заложена деревянная закладная. Бойлер разместили в углу помещения у самого потолка, так он будет минимально занимать полезное пространство. Под ванну изготовили деревянный каркас, а саму ванну закрепили к нему на монтажную пену. Это простой надежный способ мертвой неподвижной фиксации. Все примыкания ванны к стенам и к будущему экрану мы заделываем силиконом. По сути, это и создаст идеальную герметичность от брызг и подтеков по стенам. На этом этапе с установленной ванной и бойлером в доме можно уже было помыться. Поэтому в конце 2019 года, накануне Нового года, мы переселили родителей в новый дом. Тогда в ванной поселилась еще и полноразмерная стиральная машина, а также отец самостоятельно установил унитаз под бойлером и полотенцесушитель. А через значительный промежуток времени мы приехали, чтобы помочь с окончанием этого ремонта. Установили экран под ванную из гипсокартона и облицевали его плиткой. Этой же плиткой облицевали примыкающую к ванне полочку и уже станционарно установили на нее смеситель. Навесили на стену небольшой умывальник, смонтировали инспекционный лючок, подключили радиатор отопления, и ванная комната стала полностью функциональна. Параллельно с внутренними отделочными работами выполнялось обустройство участка. С этой работой за небольшую плату отцу помогали друзья. В частности, они изготовили простой фасадный забор из металлического каркаса, обшитого профнастилом. В этот забор они врезали ворота с калиткой, залили 2 бетонные площадки возле дома, изготовили навесы над террасами, а также построили многофункциональный сарай, в котором будут места для хранения, летняя кухня и небольшой подвал. Мелкие финальные работы – это нескончаемый процесс, который может длиться десятилетиями. Во многом без этих доделок в доме уже можно вполне комфортно жить, но именно они являются финальной чертой, придающей дому законченности. Нашими финальными работами стали установка отливов на окна, чистовая подшивка свесов кровли, изготовление внутренних подоконников, изготовление перил для лестницы, а также множество других работ, которые еще предстоит доделать. И понемногу отец с матерью уже доделывают их после переезда в новый дом. Мы планировали довести дом до жилого состояния до конца 2019 года. И хотя с трудом, но все же смогли это сделать. Так все 3 дня накануне Нового года мы занимались переездом, а точнее переселением родителей в новый дом. Часть вещей мы понемногу завозили ранее, с каждым приездом на стройку, ну а в эти пару дней этот процесс приобрел большего масштаба. Кроме личных вещей, также грузили бытовую технику и мебель, поэтому нашего микроавтобуса уже было недостаточно. Пришлось позвать на помощь друга. Носить тяжелые объемные вещи оказалось удобнее всего с помощью стропы. Так не перегружалась спина, а центр тяжести был максимально низким. Весь процесс строительства этого дома растянулся примерно на 1,5 года, а финальный бюджет, в который вошли все затраты на материалы, включая бытовую технику, сантехнику, кухню и ванную комнату, покупку и обустройство участка, оформление всех документов, а также подключение коммуникаций, составил $17 000. В эту сумму также вошла небольшая часть оплаты труда по изготовлению забора, навесов и сарая. Но не вошла основная часть трудозатрат, так как почти все работы мы выполняли своими руками. Если же вы планируете строить дом с помощью наемной рабочей силы, то к этой сумме смело можете прибавить 80%.
В суммарный бюджет также не вошла стоимость инструментов, не учтены некоторые транспортные расходы, а также мы, возможно, упустили некую мелочь. Ну а в общем, это та реальная сумма, на которую можно ориентироваться при строительстве бюджетного практичного жилья. И если кто-то будет уверять вас, что сможет построить подобный дом значительно дешевле, то это будет наглая ложь или человек неосознанно занимается самообманом. Ведь мы экономили практически на каждом этапе и упрощали многие технологические процессы, поэтому построить подобный дом дешевле вряд ли получится. Временные трудовые затраты в сумме составили 214 человека-дней. Естественно, эти трудозатраты примерные, так как по факту вычислить их очень сложно, но на них также можно ориентироваться. Ну а теперь я отвечу на самый главный вопрос: стоила ли эта затея со строительством дома своими руками затраченных усилий, или проще было его купить. Пройдя этот путь от проекта, строительства и эксплуатации дома, основываясь на полученном опыте, мы можем сделать вывод, что подобная затея вполне оправдана. Ведь купить дом за такие деньги в хорошем состоянии вряд ли получится, а если покупать дом под восстановление, то последующие ремонты сведут на нет всякую выгоду. Хотя в принципе бывают случаи реально выгодной покупки жилья по привлекательной цене, но в основном это исключение, да и то такие предложения скорее всего разойдутся по профессиональным риэлторам, и в частном случае найти их будет очень сложно. А так, построив дом своими руками, мы получили то, что хотели, в желаемом исполнении и за приемлемую достаточно низкую цену. А если еще и учесть данные по затратам на отопление за эту зиму, то результат и вовсе получился отличным. Так как родители заселились в дом накануне Нового года, то они застали в нем большую часть зимы, поэтому им сразу же представилась возможность сравнить затраты по отоплению с их старым домом. И хотя эта зима не отличилась серьезными морозами, но их старый дом в подобные зимние месяцы только на одно газовое отопление затрачивал $150 в месяц, а в такой же зимний месяц отопление в новом доме обходится в $20. И даже если учесть, что старый дом был больше на 30 квадратных метров, то отопление такой же площади в 60 метров квадратных теперь в новом доме обходится в 5 раз дешевле. А учитывая, что у них теперь новая кухня, санузлы на каждом этаже, свежий практичный ремонт по всему дому, а также дом имеет близкое расположение к их любимому хобби, то в целом они вполне счастливы. Хотя им сейчас и приходится доделывать мелкие финишные работы, но это никак не омрачило им радость новоселья. Как это ни парадоксально, но на съемки и монтаж этой серии видеороликов, из которой в принципе и был сложен этот фильм, работы было затрачено в 2 раза больше, чем на само строительство дома. Только текстового материала со всех видео хватило бы для написания небольшой книги. 2000 гигабайт видеоматериала, сотни часов видеосъемки и тысячи часов затраченных на видеомонтаж. Иногда в поисках хорошего кадра съемочный процесс замедлял строительную работу в 5 и более раз, а часто отснятый материал просто отбраковывался и вовсе не попадал в видео. От видео к видео мы учились этому новому для нас мастерству и старались, чтобы каждый новый ролик был лучше предыдущего. Над всеми этими видео мы также работали вдвоем с супругой, и нас всегда грело то чувство, что мы делаем не просто развлекательный контент, а полезные мотивирующие видео, которые возможно станут для кого-то спусковым крючком к строительству собственного дома. Ведь когда мы познаем весь процесс в простой наглядной форме, он уже не кажется нам таким пугающим. Друзья, мы благодарны всем, кто поддерживал и делился нашими видео. Именно ваша поддержка мотивирует нас идти вперед. Естественно, в будущем будут дополнительные видео о этом доме, в которых в частности мы покажем дом после длительной эксплуатации. Ведь для многих наше упрощение некоторых строительных процессов в угоду экономии показалось слишком опасным для целостности дома, и мы сможем убедиться в правильности выбранных нами решений. Если у вас остались какие-то вопросы, на которые вы не нашли ответа в этом или предыдущих видео, напишите их в комментариях. Именно из ваших вопросов и пожеланий, написанных в комментариях под этим видео, мы будем выбирать темы для дополнительных роликов. Спасибо всем, кто сумел досмотреть это самое длинное видео на нашем канале до конца.